Привет, Авай. Добро пожаловать обратно на ТНК Джункук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От сенсационных новостей до трогательных моментов у нас есть все, что вам нужно. Не забудьте нажать кнопку подписки и оставаться с нами, потому что контент о BTS уже в пути. Никто этого не ожидал, особенно после всего, что только что раскрылось. Но в тот момент, когда правда наконец вышла наружу, Чингук не колебался ни секунды. В полночь, когда все фандом затаило дыхание, он сделал шаг к Тэхёну, которого никто не увидел заранее. И когда камеры случайно это запечатлели, все изменилось. Здание уже затихло после хаоса дня. Сотрудники разошлись по домам, огни притушили, и единственные звуки – тихий гул ночной Сеула за окном. Но Чингук не мог успокоить свое сердцебиение. Правда, которую они хоронили, избегали и обходили стороной месяцами, теперь была на виду. Впервые он почувствовал, как груз свалился с плеч, но на его место пришло нечто еще более тяжелое. Страх перед тем, что эта правда изменит между ними. Он мерил шагами коридор у их этажа в общежитии, засунув руки глубоко в карманы куртки, пытаясь отрепетировать слова. Каждый раз, когда он думал, что нашел правильные, они ускользали. В голове крутилось выражение лица Тэхёна с вечера. Тихое, непроницаемое, почти хрупкое. Это был не тот Тэхён, которого знал мир. Это была версия, о которой Чингук всегда заботился. Та, что прятала боль за мягким смехом и отточенным спокойствием. И сегодня ночью Чингук не мог избавиться от ощущения, что Тэхён замолчал не просто так. Часы приближались к полуночи, когда Чингук наконец решился. Он повернул за угол и пошел к комнате Тэхёна. Шаги мягкие, но решительные. Коридор казался бесконечным, и чем ближе он подходил, тем сильнее воздух пульсировал напряжением. Он остановился у двери, колеблясь. Рука замерла над ручкой. На миг сомнение шепнула. А что, если он не хочет говорить? Что, если это все ухудшит? Но воспоминание о натянутой улыбке Тэхёна отогнало сомнения. Чингук постучал раз, нежно, почти неуверенно. Ответа не было. Постучал снова, чуть громче, словно боясь потревожить что-то хрупкое внутри. Тишина. Волнение кольнуло. Он медленно открыл дверь. Тэхён сидел на полу у окна, спиной к стене, глядя на огни города. Не повернулся, когда Чингук вошел. Плечи казались маленькими в тусклом свете, дыхание ровное, но странно отстраненное. «Тэхёна», – прошептал Чингук, закрывая дверь. «Можем поговорить». Тэхён не ответил сразу. Медленно моргнул, будто просыпаясь от долгой, тяжелой мысли. Голос, когда он заговорил, был тихим. «Ты пришел». Чингук выдохнул дрожащий и подошел ближе, сев рядом на пол. Достаточно близко, чтобы чувствовать тепло руки Тэхёна, но не касаясь. «Конечно, пришел. Не хотел, чтобы ты был один сегодня ночью». Тэхён тихо рассмеялся, коротко, устало. Сегодня все казалось тяжелым. Взгляд остался на окне, но Чингук видел, что он ни на что не смотрит. Не ожидал, что правда выйдет так. «Я тоже», — признался Чингук. «Но, может, так даже лучше. Больше не нужно притворяться». Тэхён наконец повернул голову. Глаза глубокие, усталые, полные противоречий, с немым вопросом. «Лучше? Ты правда так думаешь?» Чингук сглотнул. Хотел протянуть руку, положить на плечо Тэхёна, стереть тревогу с лица, но не стал. «Пока нет. Думаю, мы слишком долго несли это в одиночку, и я не хочу, чтобы ты чувствовал, будто должен прятаться. Не от меня». Тэхён опустил взгляд. «Я не от тебя прятался», — тихо сказал он. «Прятался, потому что не хотел тебя обременять». Слова ударили Чингука в грудь. Он наклонился ближе. «Ты не обуза. Никогда не был. И не будешь». Тишина повисла между ними. Такая хрупкая, что могла разбиться от одного вздоха. Снаружи город жил своей жизнью. Машины проносились. Далекие сирены. Тихий гул ночной жизни. Но в комнате мир замер. Тогда Тэхён сказал то, от чего Чингук замер. Когда все раскрылось сегодня, первым моим вопросом было: «Уйдешь ли ты?» «Уйду». Чингук эхом повторил,
почти оскорбленный мыслью. «От тебя?» Тэхён молчал. Тишина была красноречивее слов. Чингук покачал головой и, наконец, преодолел расстояние, мягко положив руку на руку Тэхёна. Касание слегка удивило Тэхёна, но он не отстранился. Голос Чингука стал шепотом. «Я не ушел. Я пришел сюда в полночь, потому что ты значишь для меня больше всего». Дыхание Тэхёна дрогнуло впервые. Он сжал губы, словно сдерживая эмоции. «Я не знал», — тихо сказал он. «Не знал, что ты выберешь после всего этого». Чингук опустил руку ниже, медленно переплетая пальцы, давая Тэхёну время отстраниться, если захочет, но тот не стал. Сжал крепко. Тепло разлилось в груди Чингука. «Тэхён», — прошептал он, голос почти сорвался. «Я выбираю тебя». «Всегда выбирал». Что-то в Тэхёне наконец сломалось. Не громко, не драматично, а мягко, как вздох, сдержанный слишком долго. Голова упала на плечо Чингука, и тот обнял его без колебаний, притянув ближе, пока огни города отражались на их коже. В тишине полуночи, где секреты наконец перестали душить, они сидели ближе, чем за месяцы, дыша в унисон, сердце успокаиваясь с каждой секундой. И в тот миг внешний мир не имел значения. Важна была только правда, и то, что, несмотря ни на что, они все еще здесь, вместе. Долго они не шевелились. Чингук держал руку на плече Тэхёна, чувствуя легкую дрожь в его дыхании. Не драматическая грусть. Тэхён редко показывал эмоции так. Это была тихая уязвимость, которая проявлялась, когда мир не смотрел, когда он переставал притворяться, что все в порядке. Чингук держал его, как хотел, месяцами, а Тэхён прижался, будто слишком долго держался сам. Комната освещалась только отблесками города за окном. Но Чингук видел достаточно. Напряжение в челюсти Тэхёна смягчалось. Пальцы крепче цеплялись за рукав. Легкая дрожь в выдохе. Каждый штрих заставлял грудь Чингука ныть не больно, а отчаянно защитно, от любви глубже, чем он мог объяснить. Тэхён наконец заговорил, голос низкий и хриплый. «Прости, что тебе пришлось прийти вот так». Чингук покачал головой. «Не извиняйся. Я хотел быть здесь. Но тебе не нужно меня чинить», — пробормотал Тэхён, взгляд в пол. «Я должен справляться сам». «Тебе не нужно все тащить в одиночку», — мягко ответил Чингук. «Особенно не сейчас». Тэхён издал тихий надломленный смешок, от усталости, не от веселья. Поднял голову, глядя на Чингука усталыми, но ищущими глазами. «Скажи мне», — прошептал он, — «зачем ты правда пришел?» Чингук вдохнул медленно, чувствуя тяжесть в груди. На сцене он был смелым, бесстрашным перед миллионами. Но сказать правду Тэхёну в тихой комнате казалось сложнее любой. Но он был должен честностью. «Я пришел», — сказал Чингук низко, но твердо. «Потому что не мог спать, зная, что тебе больно. Потому что не мог перестать думать о твоем виде сегодня, будто ты где-то далеко. И потому что, когда все раскрылось, я хотел только одного — найти тебя». Тэхён моргнул, ошеломленный. «Ты хотел меня найти?» «Да», — мягко сказал Чингук. «Я всегда ищу тебя первым, даже притворяясь, что нет». Слова заставили дыхание Тэхёна дрогнуть, но Чингук заметил. Он всегда замечал. Реакции Тэхёна тихие, тонкие, скрытые. Но Чингук годы учился читать его как тайный язык. Голос Тэхёна стал еще тише. Сегодня было страшно. Услышать правду так, казалось, все развалится. Чингук медленно кивнул. Мне тоже было страшно. Они посидели еще, позволяя честности осесть, как хрупкому стеклу. Затем Чингук повернулся к Тэхёну полностью. «Можно спросить? И, пожалуйста, не лги». Тэхён колебался, но кивнул. «Хорошо. Когда все раскрылось сегодня?» — осторожно спросил Чингук. «Первая твоя мысль, правда, обо мне была?» Пальцы Тэхёна сжались на руке Чингука. Он не ответил сразу. Взгляд ушел к окну, будто ответ прятался в огнях города. «Да», — наконец прошептал он. «Это был ты». Чингук почувствовал, как воздух ушел из легких. «Почему?» Тэхён сглотнул, голос чуть громче шепота. «Потому что не хотел тебя потерять. Думал, правда изменит, как ты меня видишь».
Сердце Чингука сжалось, болезненно, но тепло. Он наклонился ближе, почти касаясь лбами. «Расскажи мне самую страшную правду мира, я все равно останусь». Губы Тэхёна слегка разомкнулись от удивления, и Чингук не отвел взгляд. Держал его твердо и искренне. Напряжение изменилось, все еще эмоциональное, нежное, но с чем-то глубже, всегда таившимся под поверхностью. «Ты не понимаешь?» «Да», — прошептал Чингук. «Ты не тот, от кого я ухожу. Ты тот, к кому я бегу». Тэхён смотрел, глаза блестели в полумраке. Впервые он не прятался, не маскировался, не отшутился, просто позволил правде захлестнуть. И после, казалось, в вечности, Тэхён слегка наклонился. Едва на дюйм, но Чингук почувствовал тепло дыхания у щеки. Не признание, не драматичный жест, но настоящее, хрупкое, смелое. «Чингук», — пробормотал он, голос дрожал, как Чингук не слышал раньше. «Не хочу проходить через это без тебя». Чингук не колебался. Рука поднялась, обхватившая Тэхёна, большой палец мягко скользнул по коже. «Не пройдешь», — тихо сказал он. «Никогда». И в самом тихом, уязвимом уголке ночи между ними что-то мягко, необратимо сдвинулось, будто правда освободила, а не разорвала. Они замерли, воздух густой от того, что наконец позволили почувствовать. Рука Чингука легко лежала на шее Тэхёна, теплая и надежная, как якорь в ночи полных неуверенностей. Тэхён закрыл глаза на миг, прижимаясь к касанию. Не драматично, не отчаянно, а с тихой капитуляцией того, кто месяцами держался сам. Когда открыл глаза, Чингук был рядом, смотрел с мягкостью, которой Тэхён не привык, но всегда надеялся. Чингук придвинулся ближе, медленно, осторожно, боясь внезапным движением разбить хрупкую честность. Дыхание Тэхёна снова дрогнуло. Но он не отстранился. Позволил коленям соприкоснуться, плечам прижаться, теплу расти без шуток или дистанции. Правда сегодня была слишком громкой, острой, разрушительной. И впервые с утра внутри Тэхёна что-то утихло. Чингук заметил перемену. Он всегда замечал. «Ты устал», — мягко сказал он, чувствуя это через неподвижность Тэхёна. Тэхён кивнул, голос едва слышен. «Да, казалось, день никогда не кончится». «Теперь кончился», — прошептал Чингук, мягко сжав руку, обещая большее. «Ты больше не один». Слова окутали Тэхёна теплом, тяжелым комфортом. Он слегка наклонил голову, опираясь на плечо Чингука. Тот прижался щекой к волосам Тэхёна, закрыв глаза, вдыхая. Знакомое, успокаивающее, основательное. Месяцами он притворялся, что дистанция не беспокоит, что молчание не разрывает куски, которые он не умел защитить. Но теперь, с Тэхёном в объятиях, стало ясно, как сильно он скучал по этой близости. «Чингук», — вдруг прошептал Тэхён, голос сливался с тишиной комнаты. «Ты когда-нибудь чувствовал, что я ускользаю?» Пальцы Чингука замерли. Вопрос ударил сильнее, чем Тэхён хотел. Он сглотнул, правда поднялась, как прилив. Больше не сдерживать. «Да», — признался он хрипло. «Чувствовал?» Глаза Тэхёна опустились. «Я не хотела этого». «Знаю», — прошептал Чингук. Но казалось именно так. Он отстранился ровно настолько, чтобы смотреть в глаза. Лица близко. Слишком близко, но никто не отступил. Чингук вдохнул, успокаиваясь. Думал, может, я тебе больше не нужен. Или становлюсь заменимым. Лицо Тэхёна раскололось. Боль хлынула в глазах так сыро, что Чингук пожалел о словах. «Нет». Тэхён выдохнул, коснувшись запястья Чингука. «Нет, ты не заменим. Не для меня. Никогда так не думай». Чингук издал дрожащий смешок. Не от смеха, а от облегчения, слишком сильного и быстрого. «Тогда почему не сказала?» Пробормотал он. «Почему позволила думать так?» Пальцы Тэхёна сжались. Не хотела усложнять. «У тебя и так много было. Думала, если скажу, добавлю на тарелку, ты отдалишься». «Отдалюсь». Чингук повторил, брови сдвинуты. «От тебя?» Тэхён медленно выдохнул, большой палец бессознательно скользнул по коже Чингука. «Да». Чингук не сдержал звук,
половина недоверия, половина боли сердца. «Тэхён», – прошептал он, – «ты единственный, от кого я никогда не хочу отдаляться». Признание повисло, дрожа, электрическое. Глаза Тэхёна смягчились медленно, тая, как всегда выбивала воздух из Чингука. Он смотрел, будто впервые видел настоящего Чингука той ночью. Уязвимого, честного, не боящегося признать, что заботится больше, чем должен. «Тогда пообещай», – прошептал Тэхён. «Что?» «Не исчезай снова». Чингук поднял руку, мягко провел по челюсти Тэхёна, поднимая лицо, чтобы глаза встретились ясно. «Не исчезну», – поклялся он, голос твердый, несмотря на эмоции. «Если только ты сама не оттолкнешь». Тэхён покачал головой. «Я больше не отталкиваю». Что-то теплое и яростное вспыхнуло в груди Чингука. Не думая, он притянул Тэхёна, лбы соприкоснулись, дыхания смешались в тихом хрупком тепле. Большой палец скользнул по щеке Тэхёна, мягко, благоговейно, как к чему-то драгоценному, что боишься потерять. «Ты не знаешь, что сегодня со мной сделал», – прошептал Тэхён. «Но твой приход впервые с утра почувствовал себя в безопасности». Чингук закрыл глаза, вдыхая его. «Тогда позволь остаться подольше». Тэхён не ответил словами. Просто прижался к объятиям Чингука, позволяя тишине говорить, позволяя себя держать без сопротивления. А Чингук без раздумий обнял полностью, руки вокруг талии, подбородок на плече, сердцебиение ровно против груди Тэхёна. Снаружи ночь углублялась. Огни мерцали. Мир вертелся. Но в тихой комнате двое, слишком долго притворявшиеся, что в порядке, наконец позволили себе остановиться, дышать, чувствовать, держаться друг за друга без страха перед завтра. И где-то между переплетенными дыханиями и дрожащими руками расцвело нечто невысказанное, мягкое, хрупкое, неоспоримое, что оба знали, всегда было. Но сегодня впервые никто не бежал от этого. Тишина окутала их, как теплое одеяло, обнимая тело, прижатые друг к другу на полу. Чингук не знал, сколько они так просидели. Минуты, может, дольше, но неважно. Время здесь было иным. Медленнее, мягче, будто мир снаружи замер, чтобы дать им дышать. Сердце Тэхёна стучало ровно у груди Чингука, и ритм укоренял глубже любых слов. Он слегка сжал объятия, не владея, а заверяя, что никуда не уйдет. Тэхён пошевелился, не отстраняясь, а устраиваясь удобнее у груди Чингука, пальцы рисовали круги на рукаве. Маленькое движение разливало тепло, как тихое признание. Чингук опустил подбородок, глядя на руки Тэхёна. Руки, что доводили тысячи фанатов до слез на сцене. Теперь они слегка дрожали, будто боясь, что близость исчезнет с утром. «Холодно?» – прошептал Чингук в волосы Тэхёна. Тэхён медленно покачал головой. «Нет, просто переполнен из-за сегодня». Чингук мягко спросил. Тэхён не ответил сразу, пальцы замерли на круге. Когда заговорил, голос был тяжелее, чем Чингук ожидал. «Из-за всего», – выдохнул он, звук мягкий, но тяжелый. Месяцами говорил себе, что все нормально. Большое спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погрузиться в последние моменты, истории и закулисные детали, не уходите сразу. Ваша поддержка помогает каналу расти и позволяет нам продолжать приносить вам обновления в реальном времени, эмоциональные истории и глубокие разборы всего, что происходит во вселенной BTS. Так что, если еще не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не перестает говорить. Это Boss Update, и увидимся в следующем видео с еще большим контентом о BTS, который вы не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь.